люди часто появляются и говорят: Андрей Андреевич, вы представляете, я начала заниматься вашей эзотерикой и перестала. Почему же ты перестала? Потому что в моей жизни появился полный конец. То есть все плохо, поросята не поросятся, колоски не колосятся, дети с ума сошли, там муж начал выпивать, и вообще денег теперь не стало и так далее. Все, конец, кранты. Что мне делать? Я бросила. Напрасно. Почему? Дело в том, что существует такое понятие. О нем буду разговаривать или объяснять, как это устроено, на своей второй ступени, которая будет идти со вторника на следующей неделе. Я буду объяснять о том, как устроены энергетические колпаки, или энергетические эгрегоры, или энергетические пирамиды. Видели на 100-долларовых купюрах? Они же там не напрасно находятся. Это некие энергетические структуры, которые объединяют людей вокруг одного страдания. То есть это энергетические структуры, которые питаются за счет того, что человек от чего-то страдает. Вы страдаете, объединяетесь в эту структуру. Страдаете от любви, вы объединяетесь в структуру, которая связана со страданием в любви. Это обнаружить в человеке очень несложно. Нужно послушать, что он говорит. Если человек начинает говорить: все мужчины у меня появляются, они все плохие. Конечно, ты находишься в колпаке или находишься в эгрегоре всех людей, у которых появляются мужчины, которые обязательно плохие. И после этого ты в этом находишься, потому что ты говоришь словами своего эгрегора. Когда человек начинает заниматься эзотерикой и выбирает себе какие-либо задачи, допустим, обрести высокое материальное благополучие, но он ведь до этого находится в эгрегоре или в колпаке тех людей, которые страдают от того, что они бедные. Кто с этим не согласится? Они же страдают от того, что они... А скажите, эта энергия, как она работает? Эта энергия работает так, что, находясь в этой энергии, которая является колпаком, человек не видит других людей, которые получают удовольствие от того, что они богатые. Эта энергия, если близко подойти к оболочке этого колпака, то у человека появляется ощущение темноты. Есть такие люди, которые начинают восхищаться, радоваться, удивляться, и в какой-то момент у них появляется ощущение такое, как будто весь мир рухнул. Появляются нервные состояния, панические атаки, ощущение такое: зачем, что со мной происходит, куда же дальше двигаться, что же я делаю, зачем мне это нужно. И человек говорит: что же делать? Я могу сказать, в этот момент есть два выбора. Эта энергия говорит: вот то, чем ты занимался, чему тебя лысый мужчина научил с телевизора, этим не занимайся. Дуйко сволочь. И после этого у человека сразу же мысли: это точно из-за Дуйко, нужно этим не заниматься, это нужно срочно отодвинуть вообще от себя. А я говорю: нет. Почему я говорю нет? Правильно, потому что когда вы начали выходить из оболочки эгрегора, в котором вы находитесь как бедные люди, вы дошли до того момента, где вы видите сам слой этот, у вас все должно потемнеть перед глазами. У вас мир должен выглядеть так: вы читаете мантры денег или работаете с кодами денег, просыпаетесь утром, а вам свет не мил, темно. И дети вредничают, и ничего не получается, и у машин покрышки порезаны, и часы остановились, и посуда бьется, и попа болит, и никто тебя не любит, и лучше было бы как раньше, и так далее. Я ни при чем в этот момент, эзотерика ни при чем. Вы просто под колпаком. Вы в него попали, объединились, и теперь эта энергетическая система вас не отпускает. И вы не видите, как может быть дальше. Почему? Как же я могу видеть, как может быть дальше, если я до этого никогда не видел? Ну, я разве могу представить Сникерс, если я его никогда не видел? Ну, не могу его представить. Тогда, когда мне его... Как же я его увижу, если его еще нет? Получается, человек должен закончить то, что у него есть, и перейти на новый уровень. Он подходит к энергетической оболочке своего эгрегора, а энергетическая оболочка, она так устроена, что она не дает видеть человеку будущее. Она закрывает человеку возможность видеть, чувствовать и даже надежду забирает у человека. Это как черная дыра. Она прям высасывает у человека возможность и желание куда-то шевелиться. И что происходит? Человек начинает читать мантру, допустим, там, для замужества. Там, каждый день читает женщина мантру для замужества, и в какой-то момент перед глазами все потемнело, ничего не хочется, муж активировался,
который раньше объелся груш и так далее. И никто не может как-то понять, знаете, у человека вот как все плохо, все со всех сторон плохо. Подруги все остервенели, там, мама как с ума сошла, близкие там что-то начинают все время говорить, фильмы как назло появляются какие-то неправильные и так далее. И все как темно. И после этого она говорит, все, я не буду больше этим заниматься, я не знаю вообще, что происходит. Это все полная чепуха. И после этого бросает. После этого плавно ее отпускает, она отходит от оболочки своего колпака и начинает вновь жить как обыкновенный человек. В том же мире, в котором она до этого жила. Конец. А что нужно делать? Так вот, когда вам на фоне выполнения эзотерических практик не по себе, когда вам плохо, и когда вы не знаете, как выйти, первыми признаками того, что вы на правильном пути, вот вы читаете мантру, но вы же не хотели выбирать мантру по чуть-чуть денег, вы выбираете сразу же там королевская власть. А кем ты работаешь? Парикмахером, а в свободное время ногти делаю. И ты начала читать королевскую власть, да. Я представляю, как тебя сейчас начнет клинить. И после этого сколько читаешь времени уже? Я код слушаю, шум слушаю, код читаю, еще и мантру читаю королевской власти. За рулем едешь, панические атаки есть? Да. Ну так они должны быть. Почему? Ну так что должно случиться? Я не знаю, землетрясение какое-то. Что-то должно случиться. То есть ты в том колпаке находишься, где люди до сих пор страдают из-за того, что у них нет денег. И тебя нужно оттуда выдернуть и переставить в тот колпак, где люди живут, страдают от того, что им некуда больше тратить деньги. Понимаете? Они разные, получается. А у человека из-за того, что не хватает энергии, начинается заклинивание в середине. У него появляются там панические атаки, какие-то депрессии и так далее. Но не надо ставить сразу большие планки. Можно по чуть-чуть это делать. Не нужно сразу вот так. Знаете, как у женщин, я хотела бы, чтобы у меня появился мужчина, но пусть он будет и дальше богатый, здоровый, там, очень там, на BMW, чтобы ездил, и Мерседес у него был, я буду его деньги тратить, и везде, чтобы меня возил, и молодой, чтобы был. Уже не стыковки, знаете, у молодого-то откуда это все. И после этого он должен появиться. А теперь на эту реализацию кто должен эту энергию отдать? Ну, раз это твоя реализация, значит, ты должен отдавать энергию. А ты кто? А я беззубая, несчастная, вонючая, там, знаете, хромая, без образования, разговаривать не умею, дома сижу. То есть энергии должно быть много, которая тратится. Откуда она должна быть взяться? Оттуда. Тогда как нужно представлять? Нужно говорить, скоро я выйду замуж, конец. А за кого, не важно, мой будет самый лучший, понимаете? Тогда не будет вот этих панических атак, депрессивных эпизодов и так далее. Я вам хочу сказать, когда вам на фоне применения моих эзотерических практик становится плохо, знайте, вы идете на правильном пути. Что нужно делать? Вы должны знать правила эгрегора. Правило эгрегора звучит так. Когда ты находишься перед оболочкой эгрегора, весь мир темнеет. Если весь мир паник и он темнеет, в этот момент ты можешь либо остаться и сдаться, либо быть футболистом. А в футболе есть правило. Если дали тебе мяч, то беги и бей в гол. Или не занимайся футболом вообще. Если дали мяч, беги вперед и забивай. Поэтому в случае, если вы занимаетесь эзотерикой, всегда помните правила победителя. Если вы начали и у вас меркнет все перед глазами, то вы должны обязательно концентрироваться на то, что видят ваши глаза, и находить удивление, радость и удовольствие от того мрака, в котором вы находитесь. Почему? Потому что эгрегор, когда вы к его оболочке дотрагиваетесь, он хочет, чтобы вы вновь начали страдать. И это квинтэссенция, или это эпогей, или это самая верхняя точка вашего страдания. Вы к нему подошли, к этому страданию. Если вы в этот момент не выйдете из этого страдания, вы будете вновь находиться в той же точке, в том же эгрегоре, и снова будете страдать, и эта энергия будет с вас снова сосать энергию. Скажите, вам это было интересно, то, что я рассказал? Ура! Поэтому
Дорогие друзья, если вы уже бесплатно начали проходить первую ступень, или платно, или нет, и начали заниматься эзотерикой, помните о тех подводных камнях, которые рано или поздно у вас возникнут, и совершенно их не бойтесь. Будьте теми сумасшедшими, улыбающимися людьми, которые вытаращивают глаза, когда им плохо, и смеются. Всегда нужно помнить, если все вокруг плачут, улыбайтесь. Ваша улыбка является вашей принадлежности к Богу, понимаете? Вы метка для Бога. Потому что кто-то должен быть светом. Вы понимаете, когда вокруг темнота, то радует, когда где-то горит лампочка. Знаете, когда вокруг свет, когда вокруг жарко, то радует место, где есть кондиционер, понимаете?